Так, тепло сегодня. Теплым тепло. Полочки на месте. Шторы на месте. Раскладушки наши самодельные на месте. И столик тоже. Вот такой вот у нас обогреватель получился. Здесь уже прям чувствуется жар. Посмотрите, какая маленькая. Но она способна вот такое что-то легкое, простенькое приготовить. Красиво бомжевать не запретишь, как говорится. Весной прошлого года сам сделал своими руками антикоррозийную обработку нашей машины. Это все арки, получается, и днище. Друзья, сейчас пойдем эксперимент проведем с датчиками угарного газа. Вот так вот у нас уютно, атмосферно. Даже не скажешь, что в Ниве, да? Нет, не скажешь. А еще вот эта вот тема, что вот этот подогрев, он именно нам под поясницу. Я говорю, вот это очень удобно. Все тает. Как же сегодня хорошо, по-весеннему. Всего 0 градусов сегодня. Так где-то. Все, друзья, лед уже метровый почти. Ну здесь где-то 90 с лишним сантиметров. Вот он вот так ушел, наш шнек. Шнек получается 105 идет. Ну 90 где-то с лишним метр есть. Классно. Нормально. Такой удивительный лед. Смотрите. Такая красота. И темно-темно там. Ничего не видно. Красота. И солнце теперь садится гораздо позже. После 5 вечера. По-моему. Сейчас Александр Евгеньевич установит свои жерлички до темна. Застелили одеялом уже пол полностью, чтобы тепло было сегодня тоже спать. Слушайте, вот здорово.
Вот это свобода Мгм. настоящая. А посмотрите, Александр Евгеньевич, как там небо сгущается у нас вот там. Да, Ага. да. Если были бы в палатках, испугались бы дождя. А А на, в Ниве нет. а на завтра, потому что обещают такой хороший буран. Да. Ну, посмотрим, как здесь будет. Кстати, на сегодня тоже обещали что-то, я не вижу ничего пока. Или это затишье перед бурей, да? Затишье перед бурей. Свобода. Как красиво стоят наши жерлицы. Друзья, хотим показать вам, как мы утеплили наши пороги и полы. Сейчас нам нужно будет полик убрать только и покажем. Вот смотрите, получается, что свою родную шумку заводскую, по совету наших всех зрителей и подписчиков канала Нивоводов, мы, конечно же, убрали и выбросили. И там под вот этим, это войлок идет, натуральная кошма у нас, как вот в юрте, пол, вот такой сантиметровый. Но мы его стелим только на зиму. Течь в машину мы уже устранили. И под ним лежит, я сейчас даже, наверное, не вытащу его, под ним лежит, в общем-то, коврик для йоги, он тоже такой сантиметровый идет. И они очень классно здесь, получается, вписываются оба. Смотрите, как все. Он идет под пластик, все вон туда прям проходит, вот так все. И не продувается. А вот здесь пороги мы все, пластик мы откручивали, и здесь у нас идет фольгированный утеплитель. Вот здесь Вон видно. тут. Да, он прям вот здесь, вон туда все уходит. Под сиденьем, вот. Да? Угу. Поликом, Вот да. там видно. И вот здесь все. А он, кстати, вот эти дырки закрывает, отверстия, которые идут технологические. И вот здесь вот оно тоже идет. Лиля говорит, что намного теплее стало. Сейчас вообще не дует в ноги. Раньше, когда Мгм. только еще купили, сильно дуло. Кстати, да, мы ехали, минус 20 градусов, едешь по трассе и действительно в ноги дует. А теперь классно. Нам надо будет сейчас освободить вот это место. Переложим все наши вещи, которые всегда ездят с нами. Освободили сзади полностью пространство. Все вещи перенесли вот сюда вот. Это все то, что нам для машины нужно. И вот так вот теперь свободно, хорошо. Александр Евгеньевич, Посмотрите, как темнеет, да? Или просто солнце, да, зашло? нет, темнеет уже. Хотя вон солнышко, да? Солнышко уже садится тихо-тихо. Какая красота. Солнце уже село. Уже явно прямо ощущается. И морозик такой ощущается. И темнеет явно. А это еще одна наша новая выдумка. Новая хорошая идея. У Нивы есть вот такие вот ниши по бокам. И слева, и справа. И теперь вот эти вот наши новые штучки мы как раз таки расставим по этим нишам. Одну вот туда вот. Прям четко входят они. Мгм. И сюда. И вторую вот сюда вот. И посмотрите, друзья. Видите, наше место, где мы спим, спальное место, оно, в общем-то, осталось таким же. Зато вот эти ниши мы использовали под наши полочки. Сейчас покажу вам, что за полки такие мы сделали. Открываем наш ларец.
А в ларце у нас, посмотрите, чего только нет. Здесь у нас и кофе, чай, соль, перчики разных видов и так далее. Даже у нас есть спирт. Ну, спирт для спиртовой горелки. И здесь у нас десяток яиц. Вот здорово, да? Это вот наш первый ларчик такой. Положим его на место. Пусть здесь лежит. А теперь покажу, что у нас во втором ларце. Смотрите, здесь у нас и рис есть. Правда, в этой коробочке у нас не сыр плавленый, а огурчики соленые. Дальше здесь картошечка, чеснок с лаврушкой, тушенка, паштет, кетчуп и даже там лучок у нас еще есть. Так что вот такая вот кухонная, можно сказать, зона, шкафчик, или даже можно назвать кухонный гарнитур. Вот так вот. Многие просят показать, как мы вешаем шторки. И еще один такой момент. Мы наши шторки немножко модернизировали. С обратной стороны пришили вот такой вот черный Оксфорд. Для того, чтобы было более такое хорошее затемнение в салоне. Ну и чтобы снаружи вообще ничего не видно было, что происходит внутри. И теплее будет. Поэтому теперь у нас шторка двойная. Вот таким вот образом, с одной стороны у нас крючок. Вот так вот у нас продета веревочка. Крючком зацепим вот здесь вот. И все. И вдоль всей стены протянем. Все, наша машина в полном сборе, готова принимать нас с Александром Евгеньевичем. Красота. Полочки на месте, шторы на месте, раскладушки наши самодельные на месте и столик тоже. А еще у нас есть кое-что новенькое, тоже новое наше изобретение. Смотрите, какая штучка у нас. Так. Прям как летая, да? Вот такая вот у нас полочка с вот такими вот силиконками, чтобы не скользила. Посмотрите, толкаешь ее, она не скользит. Крепко-крепко держится.
дополнительное теперь у нас есть место, куда можно поставить фонари и всякое другое. Слушайте, отсюда запах идет, а? Ромашковый чай. Это чай, да, называется? Ну да, чайный напиток. Закрутили. Я его закрутил там, Ага. чтобы герметичный был. А на солнце там уже село. Да. Кстати, там похолодало. Да, прям резко холодно стало. Смотрите, какой горячий. Александр Евгеньевич замерз. Все равно там хочется такого чуть горячего попить. Ой, как запахло тут. Да. А он даже закрытым пахнет. Ага, Классно. ромашкой запахло. Да. Ну, кстати, вот подсели, да, на эту ромашку, и уже неделю ее пьем. Всем счастья, здоровья, мира и добра. Давайте. Давайте. День. День. Будьте здоровы все, друзья. О, слушайте, вот классно, а? Он прям вообще, прям, не знаю, крепко заварился аж, я бы сказал, да? Угу. Вот так вот сидим, ромашку попиваем. Держите. Ага. Прям классно. Все, уже органайзеры повесили. Повесили даже сзади коврик. И теперь здесь тепло. Прям ощутимо тепло, да, Александр Евгеньевич? Ну, здесь, да. Ага. Я там был, отбивал тормоза немного. У нас передние тормозные диски, они полностью во льду стали. Угу. Отбил немного. Классно. Горячий-горячий чай. Солнце полностью уже село. И вот там вот рыбаки, которые были, тоже разъехались. А вот здесь, вот посмотрите, за нашими шторками абсолютно ничего не видно. Так, а вот если отсюда заглянуть, то немножечко что-то можно увидеть. Да. Вот так вот спрятались. Завели мотор, чтобы прогреть немного машину. Ну и чтобы здесь в салоне тепло стало. Повесили уже вот органайзеры наши. Вот так вот у нас полочка с фонарями и даже с телевизором. На улице пока у нас здесь остаются стульчики, лопата и бур. А, кстати, да, еще туалет, палатка. Наверное, ее оставим. Интересно, эта палатка. Наверное, оставим эту палатку на машине. Ее место на улице. Вот так вот. А все остальное здесь в машине. Закрываю. Давайте, закрывать. И отсюда хорошо видны жерлицы. А это наша сумка с очень важными вещами. Прихват джинсовый, салфетки всякие.
сухой спирт. Свечки, которые тоже нам сегодня понадобятся для обогрева. Тарелки. Чашечки. Далее. Здесь у нас кастрюлька, спиртовка, спиртовая горелка, кофемолка ручная, щепочница, тоже сегодня важную роль будет играть, ложки, вилки, ну и разные там приборы столовые, ну и маленький термосок для кофе. А вот здесь вот, под вот этим клапаном у нас сковородка с вот такой вот крышкой. Вот так вот все удобно, компактно. Все в одной сумочке джинсовой. Тоже, если помните, мы ее тоже сами сшили. А на улице, смотрите, совсем темно стало. Угу. Такой синий-синий цвет, красивый на улице. Все, печка наша собрана. И обратите внимание, вот эту вот пластину, которая должна быть вот здесь, вот в самом низу, поддон, так сказать, мы будем ставить наоборот вот сюда, наверх. Вот так вот положим эту пластину сверху. И здесь подожжем свечку. Вот эта пластина будет нагреваться и давать тепло. Вот здесь вот под печку мы подложили силиконовый коврик для того, чтобы печка здесь не скользила и устойчиво была. Вот этот шкафчик, из чего мы сделали? Мы купили готовую вот такую вот емкость для яиц, для хранения яиц. И просто пошили для него чехольчик вот такой вот. Сбоку резиночки, чтобы легко было надевать на вот эту емкость. Не знаю, как даже это называется, органайзер для яиц или что. И вот таким вот образом. В общем, исполнение у нас получилось. Так, и сейчас Александр Евгеньевич у нас проголодался, а пока ужин еще не готов, еще даже не начали готовить. Я уже поэтому на вот это смотрю, что бы здесь съесть. угостим пока яичком. Это у нас Яйцо у нас вареное. вареное, да? Да. Ох, какой горячий чай. Классно. Парит. Какая красота. Как же красиво. Так, бьемся? Битва яиц. Да, да. Кто бьет? Давайте вы. Ну, я проиграл. Как весело, да? Это честно. Угу. Ну все, сейчас перекусим яйцом.
А потом будем готовить уже Ну, серьезное кстати, я что-то. смотрю, там много яиц. Ну, десяток-то. Можно даже именно есть. Яйцо, что хорошо, вареное, да? Оно не портится Да. долго. Ну и прям легко сразу голод сбивает. В путешествие, когда едешь. Ага. Классно. Друзья, всем приятного аппетита. Приятного. Такое яичко холодное. Классно. У камина. У камина. Кстати, как здесь... там тепло? О, здесь уже тепло прямо. Вот руку вот так подержите. Да? Ага. Чувствуете? Да. Ага. Держать можно? Ну, наверное, дотронуться нет. Нет, дотронуться уже. Дотронуться не Ага. получится. Я дома проверяла. Вот сюда вот брызнула прям капельку воды. Даже не капельку, а такую поболее. Да? И она зашипела. А давайте От туда одной свечки. брызнем сейчас. Сейчас прям, Ну, надо, там чтобы посмотрим. вот допьете и останется там капелька, и вот тогда можно Да? будет. Мгм. Тепло становится, я прям чувствую. Ну вот это прям горячее оно. На. Вот так держать руку можно, а дотронуться нет. Металл здесь достаточно такой. Я даже не знаю, сколько, миллиметр, да, Вы там по-моему? нормально его трогаете, да? Ну, я так, кончиком на ногтя. Ногтя? Угу. Я вот здесь попробовал. Нет, вот так горячо. Мгм. Но надо помнить, что от свечки идет такое не очень хорошее испарение. Но будем представлять, что у нас ужин при свечах. А я так и знал, что одним яйцом я не ограничусь. Вам, кстати, почистить? Хватает. Да? Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Я дальше перекусываю. М. Класс! Я, кстати, допил уже. Здесь немного осталось. Давайте проверим. Да? Прям сюда, да? Мгм. О, Ну, смотрите. Ну, зашипел, кстати, зашипел. все. Начала испаряться ромашка. Слушайте, как прикольно. Ага. Да, так что вот. Такая вот у нас горячая здесь поверхность. Да нет, да, держать его горячо. Ага. Ну, конечно, каплю вы такую сделали. Больше на лужу похоже, чем капля. Угу. Все, нету. Хватит изводить ромашку на такое дело. А то у нас здесь как банька сейчас будет. Угу. Повесили фонарь вот сюда вот вперед. И достали нашу спиртовую горелочку. Сейчас покажем, что там у нас в наборе. Вот сама горелочка. Сюда будем заливать спирт. И вот такая вот крышка для того, чтобы гасить огонь. Вот таким вот образом. А есть вот такие еще штучки, которые крест-накрест будут устанавливаться и будут образовывать комфорочку. Цвет, посмотрите, какой красивый стал, да? Угу. Да и вот здесь титан. Красивый действительно цвет. Красивая и посмотрите, какая маленькая. Но она способна такое что-то легкое, простенькое приготовить.
себя нормально. В машине. Так. Такая жирненькая, Мгм. сливочная. Класс. Мгм. Обалденно. И, кстати, когда она вот такая замороженная, ее открывать намного проще, потому что не брызгает. Да. Какая тушеночка. Как пахнет. Какое мясо там еще. Ага. Так. Холодец. Мгм. Вот так вот крупно нарезали чеснок. Тоже все сюда же. Уже. Надо быстро, быстро. Александр Евгеньевич тут пытается спирт немножко подогреть. Не повторяйте. Это вообще-то очень, опасно. Нет, ну он ледяной просто. Вот здесь мы на сковородочку уже все выложили. Вот даже черный перец горошком положили. Пусть погреется. Сейчас мы возьмем свою спиртовочку, вот этот вот спирт 90%, Ага. и пойдем на улицу, чтобы быстренько нашу тушенку разогреть. Думаю, что лучше сначала убрать комфорочку. Сейчас уберем. Так. Надо запомнить, что вот так брать. Посмотрим, сколько надо залить туда. А лейте побольше целиком. Ну, давайте полностью. Он туда уходит, в эти сопла. Сейчас посмотрим. Баночку оставим, понадобится. Так. Ну-ка, ну-ка. Горит. Горит. Да. Все, схватился огонек. Так, вот за эту. Здорово. Сейчас он войдет в рабочее положение, только все будет нормально. Они со всех комфоров будут вот здесь. Вот эти сопла тоже будут выпускать огонь. Хорошо, ветра нету, да? Даже ветрозащита не нужна. Да, не нужна. Оставьте сковородку. Да, тихо-тихо уже поставим сейчас ее. Все. Вот она входит в рабочий режим. Огонь пошел из всех отверстий. Да, видно. Давайте на огонь. Ох, какой разгорелся. Ага. В машине такой нельзя использовать Я огонь. ровно поставил? Да? Ну, да. Классно, да? На снегу прямо. Пойду посмотрю, что там у нас с жерлицами. А вот они, кстати, прямо здесь. Да, прямо здесь. И ни одна не стрельнула пока. Да, пока что жерлицы молчат.
Вот там наша машина. В машине, кстати, у нас там фонари горят. А отсюда не видно. Просто как будто темно там. А, тихо-тихо готовится. Просто я вот так немного убрал, потому что на пластик идет огонь. Какая она ароматная. Все, конфорку тушим. Так. Просто накрываем ее. Все, и она потухла. Кстати, Там спирт остался еще. ну немного совсем, я бы сказал. Ну вот во всех соплах там внутри. Все. Все, будем есть. Все. Наш скромный ужин готов. И вот здесь, над свечкой, сковородка будет оставаться тепленькой. Вот смотрите. Красота. Да. Какая красота. И по традиции уже надо туда хлебушек макнуть. Вот так. Смотрите. Класс. Всем приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Вот это вкуснятина. А как пахнет. Слюнки аж текут. Еще прикольно, что это в машине. О, какие вкусные мясо. О, вот. Приятного аппетита еще раз. Давайте. Просто класс. Ну, вкусно, вкусно. Ой, как же вкусно. Вот такой вот вкусный ужин у нас получился. Снова где-то далеко в степях, на льду, на глубине, по-моему, 8 метров, 7, 8, 9 метров. Ну, здесь варьируется так немножко глубина. Вот. И такой горяченький, быстрый ужин. Беспроигрышный такой вариант из тушенки. Ужин при свечах. При свечах. При свечке. Вот так вот мы, можно сказать, бомжуем сегодня. Ну, красиво бомжевать не запретишь, как говорится. Какие кусочки. Ой, какие красивые. Аппетитные. Огурчики хрустящие. И вот при свечах. Как аппетит здесь разыгрался, да? О. Уже чуть-чуть осталось. Даже черный перец горошком, Сан Геныч, вы весь проглотили. А жаловались, что его тут много и целиком он.
Нет, кстати, он достаточно такой жуется, и аромат прям такой вот раскрытый у него. Да, когда Мгм. на зуб попадает вот такой горошек класс. черный. Он такой распаренный уже, хороший, мягкий. И такой аромат во рту. Ну, конечно, на природе аппетит зверский просто. Я сколько до этого яиц съел. Да, несколько штук, да? Угу. Хотел одно съесть. Завели машину, так как на улице уже очень похолодало. Там темно уже совсем. Вот, и стало холодно. Теперь даже свечку не особо справляется. Да, вот здесь вот вроде бы горячо. Не задеть даже нормально, но при этом все равно холодно уже стало. Друзья, сейчас пойдем эксперимент проведем с датчиками угарного газа. Вообще я очень люблю эксперименты, потому что это баловство, наверное, какого-то рода. У нас много людей спрашивает, как проверить датчики угарного газа. Мы обычно проверяем датчики, ну, на его работоспособность около выхлопной трубы нашей. Мы его подставляем к ней и уже смотрим, сколько он там чего показывает. Но главное, чтобы он кричал о его наличии. Сейчас пойдем и посмотрим. Да, растет. Сейчас ветер просто. Здесь так невозможно посчитать, потому что здесь ветер. Но работает. Вот. Ага. Видите? Ветер сдувает, когда он свежий воздух считывает. Вот 170, 220, 250. Я даже не знаю, что это такое, но, видимо, что-то плохое. Конденсат идет. Давайте второй. Ага. Надо протереть потом его. Ого, он и там что-то. Наверное, тот убрать лучше уже. Что-нибудь показывает? Пока нет, но тот тоже молчал сначала. Этот дольше Да, это дольше работает. реагирует. Сами не надышитесь Ага. сейчас. Нет, я вообще не чувствую выхлопа. Он Потому туда что- уходит. Ветер. Да, ветром туда задувает. Ой, он уже весь конденсатом покрылся. Он не работает, что ли? Странно. А сигнал подаешь, что как будто работает. Да. Но это наш старый, может быть, он уже из строя вышел. Непонятно, это старый или какой. Это старый, кажется. Давайте посмотрим, вот какой. Сейчас, как он работал. Один был, который немного зависал. Да, это наш старый. Да, это наш старый, но он всегда работал. Не знаю, почему он не чувствует угарный газ. Сами не надышитесь там. Нет, ко мне не идет, он вон туда, в ту сторону идет. Да. Да. Не знаю, неужели он его не чувствует вообще? Вот и хорошо, зато проверили. Да. Похоже, у нас один датчик вышел из строя. Вот, друзья, как их проверять. Значит, этот датчик смело можно на свалку выбрасывать. Ну, даже если он сейчас заработает, ну, мне кажется, что так все равно невозможно его использовать. Так уже задохнется человек, а он, видите, ничего не говорит. Да, все.
Хотя мигает при Мигает, этом. да. Нет, понятно, что его на свалку нужно. Они недорогие, поэтому их надо просто менять. Вот и все. А вот этот вот еще раз давайте протестируем еще раз его. Вот несколько секунд он начал 960 показывает уже или 260. Ну, в общем-то, показывает, а главное кричит о его наличии. Ну-ка, убираем вот так в сторону. Вот пошел, да? 180, уходит. Все по нулям. Все, потому что там ветром все туда сдувает. Все, на один датчик у нас меньше. Теперь у нас один датчик. Ладно, закажем другой. Но зато проверили. Да. Пойдемте посмотрим, что у нас на градуснике теперь. Так. На градуснике минус 14. Так, плохо видно. Вот, минус 14. Самое главное, что ветра такого нет сильного. Ага. Ой, вы прям как будто где-то на курорте. Да. Звездное небо, смотрите. Да. Телефон, Звезды. наверное, не может взять. Нет, некоторые звездочки видят. Да, видно. Ага, и пар сильный. Вон малая медведица, большая медведица. Ну, Ну, наверное, не видно. Вон наверное. малая там созвездие. Звезды, такая красота. Пара сегодня много, Да, пара много. потому что мороза нет сильного. И по традиции уже чай с шоколадкой. Ой, а у нас он еще подогреваться будет, да? Ага, Вот так, в принципе, горячий, смотрите. по половинке лучше. То горячо будет держать. Сегодня у нас стаканчики без ручек. Ага. О, Очень вкусно. Все, вот и закончилась эпопея с антикором. Ну, их покрасил ходовую. Вот так теперь выглядит наша защита. Вот так вот все. Все черное. Все в антигравии. Вот здесь вот даже вот карданы черненькие какие. Классно. Даже реактивные тяги брызнул на всякий случай. Задний мост. Давай-ка сюда перейдем. Вот такой вот красивый задний мост теперь у нас. Вот так вот. Ну и вот здесь все антикоре. Эпопея закончена. Сейчас спускаю машину и домой. Друзья, весной прошлого года сам сделал своими руками антикоррозийную обработку нашей машины. Это все арки, получается, и днище. Сначала хотели пойти в компанию, обратились и хотели сделать у профессионалов, но, честно сказать, там такая цена была, что я решил делать ее сам. Антикоррозийную обработку я решил делать дедовским методом, поэтому закупил пуш-сала побольше и резинобитумную мастику.
И путем того, что я их варил вместе, смешивал примерно 40/60, и вот так вот кисточкой и красил, потому что пульверизатора у меня нет. И кисточкой, ну, у меня получалось, конечно, очень большой расход, но зато такой вот слой получился где-то в 2 миллиметра. Я 3 раза проходил. И дно, и арки все, в общем-то. Вот здесь на этом видео видно, как я обработал арки. Таким же способом обработал все 4 арки. Перед этим, конечно же, зачистил всю ржу, которая там присутствовала. В принципе, ее было мало. Зачистил ржу, преобразователем ее обработал, потом ее смыл, потом обработал грунтом, высушил грунт, и уже на грунт после обезжиривателя я уже наносил антикоррозийную обработку, которую сам лично варил. Да, работы было много. Одни арки заняли у меня 2 суток. Это я делал около дома, во дворе прям, перед всеми делал. Всем было интересно. Невоводы у нас тоже есть. О, это было, конечно, эпопея. Но вот когда пришлось делать днище, это было, конечно, что-то. Я думал, где-то нанять какой-то СТО, эстакаду. Но в итоге пошел к своим друзьям. Привет вам, кстати, большой, огромные ребята. СТО Тулпар. Рус, спасибо тебе большое за помощь. Очень сильно помог, брат, как всегда. И ребята одолжили мне подъемник на 2 суток. Я 2 суток у меня еще ушло на именно обработку днища. Поэтому, да, всем огромное спасибо, всем рахмет большой. И вот эпопея это закончилась. А в итоге, кстати, вышло все вот именно по деньгам, потому что ребята все делали для меня бесплатно, все помогали, кто мог. Чисто на материалы, и я не буду считать работу, чисто на материалы у нас где-то 19 тысяч тенге ушло, ну 20 грубо, 20 тысяч тенге на все материалы, получается, на все мастики, на вот эти все щетки, кар-щетки, вот эти вот. Поэтому оказалось, конечно, это достаточно выгодно. И 4 дня работы. А то, что на заказ, если бы делали бы? Вот на заказ, я вот не помню, 200 с лишним тысяч, это под 300 тысяч. Ну, 15 раз, грубо говоря. 14-15 раз, да. Да, экономия хорошая. Но вот этой весной, вот как будет таять все, мы поедем, я хочу вот поднять машину и посмотреть приблизительно, как там что. Потому что там давали, если вы обращаетесь в компанию, давали гарантию год. Меня, честно говоря, это не совсем устроило. Год — это ни время, ни срок. Наша палатка-туалет превратилась совсем в лед, походу. Искрится, как красиво. Знаете, так и напрашивается фраза: не все то золото, что блестит. Ого. Да, смотрите, иней какой. Да, смотрите. Да. 17 градусов. 17? Да. А А я я-то живцов думаю. просто сюда вынес. Они там не замерзли? Сюда вынес их недавно, и вот начали мерзнуть. Да. Надо опять машину занести. Да, друзья. 17 градусов А я, мороза. смотрите, совсем их недавно сюда поставил, и начали они уже замерзать. Я Надо сейчас в сломал лед. машине. Надо снова машину занести. Я думал, здесь пусть стоять немного. Ладно, занесем. Захотелось нам горячего чаю, но на улице очень-очень холодно, там уже минус 17. И поэтому что мы здесь сделали в камине? Мы взяли нашу банку от тушенки, обернули вот в такую вот фольгу.
И сверху поставили 3 свечки. Сейчас попробуем на свечках вскипятить воду. Так, мы его, наверное, вот так, да, поставим? Угу, вот так. Пробуем. Нальем воды. Вот так хватит. Получится у нас чай на свечках или нет? А вот и посмотрим, проверим. Прикроем сразу крышкой сверху. Крышка вообще-то вот так вот закрывается. Но я думаю, лучше вот так вот прикроем, Да? чтобы легко было потом открыть ее. Все. Будем ждать. Кастрюлька стоит у нас уже 40 минут. Вода еще не закипела. Но уже вот дотрагиваться уже невозможно практически. Дотронуться можно, но вот держаться невозможно. Давайте посмотрим, что там внутри. Если вода хотя бы пузыриться начала, то можно будет заваривать чай. О, как хорошо парит. Да, и пузырьки там тоже есть. Я думаю, градусов 80 точно там есть. И вполне, мне кажется, можно уже заваривать, да, Сангеевич, как вы думаете? Ну, вообще, по идее, да. Да. Если градусов 80 есть? А, да, уже, Хорошо, конечно. хорошо парит, ага. Конечно, Вот. она вот-вот закипит Да, вот уже. вся, видите, в испарине тут. Да. Ну, наверное, долго, да? Долго. Наверное, ждать уже не будем. Так, вот наш чай. Можно не сильно крепкий. Не На этот сильно? раз. Ну, на ночь. Столько, да? Да. Закинем, наверное, хватит. Вот хорошо. Так, сейчас зальем. Сразу уберем. А то у вас здесь такой порядок прям. Пусть будет порядок. Пусть будет красиво все. Яиц уже не хватает здесь. Это я постарался. Все, убираем. Вот такая вот красота. И обратно его в свое место. Так. Постараемся ее не пролить. Так, через бок, да? Аккуратно, не ошпарьтесь. Попробуем. Это не чайник, конечно. Не чайник, и он проливается, конечно. Проливается? Естественно, проливается. Сильно? Нет, не сильно. Ух ты. В принципе, все сюда залилось почти. Хорошо. Все. Парит хорошо. Да. О, кстати, чаем пахнет. Заваривается. Пока ждали, пока закипит вода, уже просто воды напились. Так что оставим чай на завтра. Уже на утро. А сегодня уже пора спать ложиться. Кстати, спать уже охота что-то. Да, прям вообще в сон клонит. Свечки уже пора гасить. Будем убирать уже наш каминчик. И будем разворачивать наши спальные мешки. Нужно открыть, проветрить дверь. И я пойду заодно проверю жерлицы. А пусть да. Ой, вот так. Смотрите, пока чай кипятили, да? Угу. Смотрите, все уж стало, да? Да, Захватило. надо проветрить. Все.
Вот, слушайте. Да, ветер здесь. Ветер Ветер. поднялся. Все, друзья, будем укладываться спать уже почти час ночи. Спать будем в спальниках своих и подключим пауэрбанки для подогрева. Наши теплые носки, как валенки. Надо будет снять, а то, наверное, жарко будет. Не будет комфортно с них спать. Лучше снимать. Так, где наш пауэрбанк? Сюда надо подключить. Голову сегодня будем с этой стороны ложить. Потому что с той стороны у нас сегодня полочка, поэтому ноги будут под полочкой. Хорошо? Ох, класс. Да. Ох, класс. И, кстати, он уже греет. Да, Здорово. прям греет. Да, и вот с вот этой раскладушкой получается. Действительно дальше получается. Ага. Чем тогда мы фанеру делали, ну кто знает. Смотрите, вот я лежу ровно, да? Мгм. Я носками, мне надо прям вот кончиками пальцев я вот Ага. касаюсь только. Кончиками пальцев больших. Вот так. Хорошо. И так вытягиваю так ноги. А так если спать вообще. Слушайте, ну классно. Как-нибудь рулеткой замерим потом. А то замеряли по старой схеме, получалось 166 сантиметров. Но мне тогда было вообще впритык, если честно. Ну А все. сейчас вообще класс. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Давайте сейчас я вам спать. тоже разложу спальник. Но, честно скажу, уже вот этот вот греет хорошо. Здорово. Вот так вот у нас уютно, атмосферно. Даже не скажешь, что в Ниве, да? Нет, не скажу. А еще вот эта вот тема, что вот этот подогрев, он именно нам под поясницу. Я говорю, вот это очень удобно. Вот сама поясница, почки, вот он ее греет именно вот. Мгм. Слушайте, классно греет. Отлично Давайте, греет. давайте спать. Спокойной ночи. Все, давайте всем спокойной ночи. Завтра, даст Бог, что-нибудь стрельнет, обрадуется. Да, хотелось бы. Давайте. Все, друзья, уже очень-очень хочется спать. Так что всем спокойной ночи. Увидимся утром. Доброе утро, друзья. Так нам хорошо спалось. Подогрев, конечно, прям хорошо выручил. Аж как на сковороде лежали. Очень-очень тепло. Александр Евгеньевич потихонечку просыпается. Да. И сейчас покажу вам там за окном.
белым-бело. Солнышко так вот в тумане, можно сказать. И жерлица ни одна не сработала. Может, их заморозило, надо пойти посмотреть еще. Может, и заморозила. Сегодня такой туман был вообще. Кстати, я с этого спальника, правда, выходить не хочу. О, я, между прочим, уже вставал, Мгм. а потом пришел и вот лег, думал, полежу немного, и меня просто снова вырубило прямо. Короче, Александру Евгеньевичу вам смело можно давать звание самого рыбака. Я сам, да. Я понял, я чемпион мира. Таких больше нет. Зато в ваших руках не пострадала ни одна рыбка. Да, самый неудачный рыбак. Нет. Рыбак-неудачник. Нет, самый, потому что добрый рыбак. Да? Не Ну, пусть навредил будет ни хотя бы одной так. рыбке.